Всем привет всех, с праздниками! Сегодня хочу сделать небольшой подарок и поделиться с вами ассетом, который мы используем для анимации камеры. С его помощью можно делать очень сложные и долгие пролеты камерой по многим объектам, с отлетами, подлетами и так далее. То есть все это делается достаточно просто. Вы можете пройти по ссылке в описании, там поставить 0 в качестве предпочитаемой цены и совершенно бесплатно скачать этот ассет. Ну или можете кинуть какую-то денежку в благодарность. Если вы motion дизайнер, вы наверняка знаете, что камеру лучше всего анимировать через привязку к нулям. Там есть разные риги, ну, например, такой риг, когда камера последовательно привязывается к 3 разным нуликам. Один ноль отвечает за перемещение, второй за вращение, третий за бэнкинг. Основная проблема таких ригов заключается в том, что в конечном итоге у вас анимационные кривые становятся очень сложными. Там много-много ключевых кадров, и если вам нужно вставить что-то в середину, начинается боль и страдания. Поэтому я сделал свой ассет, он достаточно, на мой взгляд, простой. Вот вся вот эта вот анимация, я не скажу, что она суперсложная, да, но тем не менее. Она сделана с помощью всего 4 нулей и одной анимированной кривой. Давайте я покажу. Вот этот мой ассет называется камера Target. И он привязан к 4 нулям. Вот у меня есть сцена, и в ней раскиданы 4 нуля. Эти нули раскиданы в нужных мне позициях. Вот, например, первый нуль — это стартовое положение камеры. Второй нуль у меня находится в центре, то есть это вторая точка камеры. И между ними у меня осуществляется перелет. Вот так, вжух. Первый нуль у меня совершенно не анимирован, а на втором нуле у меня лежит анимация. То есть когда камера подлетает к нему, нуль начинает вращаться. Вот обратите внимание, вот он вращается. И камера облетает вокруг надписи. Третий нулик у меня находится вот здесь. И у меня идет переход на этот третий нуль. И на нем тоже есть небольшая анимация, обратите внимание, он наклоняется вниз. И дальше у меня идет перелет на четвертый нуль, который находится просто очень высоко, и камера поднимается на самый верх. И вся анимационная кривая этой анимации выглядит вот так. Это просто номера нулей, к которым мы привязываем камеру. Первый нуль, перелетаем на второй нуль, задержались на нем, пока идет вращение. Третий и четвертый. Вот довольно просто получается. И таким образом я могу очень легко, например, в середину вставить какую-то новую точку анимации, или наоборот, я могу какую-то точку убрать. Вот, например, могу отрезать этот нуль и посмотреть, как изменилась анимация. Вот я сразу же поднимаюсь наверх. Могу его вставить обратно. Вот здесь поменять порядок следования нулей. И все у меня вернулось на место. Кроме того, в ассете есть возможность показать траекторию движения камеры. Вот она, с помощью кривой. Вот я вижу, как у меня камера подлетает, как облетает. И убедиться, что все в порядке, все красиво. И, конечно же, здесь я могу вот эти нули привязывать друг к другу, потому что иногда для сложной анимации лучше нули друг к другу привязывать. Там один вращается, второй перемещается. Например, я могу вот этот второй ноль привязать к еще одному нулю. И вот этот самый ноль могу, например, поднять. Как-то так. И вот я увижу, что у меня эта анимация сразу же подхватилась. Да, то здесь у меня камера поднялась повыше. Сейчас я его удалю. И для того, чтобы вернуть камеру на место, я пойду в этот второй ноль и удалю при трансформации. Таким образом, набивая здесь нули, можно делать очень сложную анимацию, и при этом вы достаточно легко можете менять их местами, вы можете убирать какой-то из середины, добавлять какой-то середину. В общем, правда, анимировать стало весело, анимировать стало удобно. Давайте я сейчас просто удалю всю эту анимацию и воссоздам ее с нуля с помощью нашего ассета. Вы скачали ассет, идете в Assets, Install Asset Library, выбираете, соответственно, этот ассет, где он там у вас находится, и устанавливаете его. Он у вас появляется на уровне OBJ. Выглядит вот так. Камера Target. Дальше мне необходимо создать камеру. В первой версии ассета у меня было, что камера находилась внутри. Но если вы работаете в Redshift, например, да, у вас на камеру приходится класть параметры Redshift, соответственно, приходилось здесь постоянно нырять внутрь, менять там какие-то параметры, поэтому я придумал так, что у меня, по сути, этот ассет представляет собой нуль, который путешествует между другими нулями. И к нему просто мы привязываем камеру. Камеру нам нужно отодвинуть на какое-то расстояние. И давайте создадим первый нул и подключим. Итак, вот у нас
появилась возможность управлять нашей камерой. Вот я 0 этот поднимаю, камера поднимается тоже. Но этот 0 у нас должен находиться вот здесь вот. Я его отодвигаю. И еще важный момент, на нуле вы можете крутить не только позицию, не только вращение, но еще вы можете крутить scale. Например, вы можете увеличить этот scale, и это расстояние от камеры до нуля. Понимаете, да? Это тоже можно динамично анимировать. Итак, вот у нас первая точка. Давайте сделаем вторую точку. Здесь мы уберем вот это движение. Вот он, второй 0 у меня лежит в центре. И для того, чтобы получилась анимация, мы с вами должны двигать ползунок Blend от 0, в данном случае до 1. Давайте я сделаю первый ключевой кадр на первом фрейме. С альтом щелкну сюда. Там на 24-м фрейме сделаю здесь единицу. У меня сейчас включено автоматическое создание ключевых кадров. И вот у меня первая анимация. Круто. Теперь мне не очень нравится здесь то, что я слишком близко подъехал к надписи, поэтому я здесь на этом нуле увеличиваю scale. Вот типа того. И я хочу повращаться, то есть я хочу подлететь, повращаться вокруг надписи и улететь в эту дырку. То есть я должен, опять-таки, можно вот на этом же 24-м кадре сделать ключ по вращению по Y, и вращать я буду вот в эту сторону. Соответственно, мне здесь нужно написать минус 270. Так. Раз. Повращались. И теперь создадим еще третий 0. Так, здесь я удалю всю анимацию. И этот третий 0 мы сдвинем, соответственно, вот сюда. Подключим и изменим анимацию бленда. Давайте я вот включу кривую. Это я с шифтом нажал, да, на этот анимированный канал. Итак, у меня вот здесь вот идет подлет, потом идет анимация до 48-го кадра. И я хочу оставаться на этом нуле. Поэтому я с альтом щелкаю сюда, вот у меня здесь ничего не меняется. А потом в какой-то момент я хочу перелететь на следующий 0. И все это у меня будет выглядеть вот так. Я здесь, обратите внимание, включил проигрывание в реальном времени. Раз, два, три. Ну, смотрите, вот сейчас это выглядит немножко коряво. Да, это 3 отдельных движения, и очень редко, когда это выглядит красиво. И для того, чтобы сгладить анимацию, существует вкладка, которая называется Chop. Здесь есть 3 стандартных чоповских фильтра. Это лаг, спринг и фильтр. С помощью лага, например, мы можем сделать покачивание камеры. Если вот сейчас вот я его включил, запускаю. Вот видите, она выехала на последнюю точку и немножко покачалась. То же самое можно делать с помощью спринга, но спринг мне, честно, не очень нравится, его сложнее настраивать, но такая опция тоже существует. Если вам нравится спринг, с его помощью можно делать более сложные покачивания. Но самое главное – это фильтр. С помощью фильтра мы можем сгладить любую нашу сложную кривую. Вот если мы сейчас включим по умолчанию, то у нас получится вот такой вот, довольно сложная анимация. Я здесь рекомендую сразу ставить вам Gaussian. Фильтр по Гауссу лучшим образом подходит именно для сглаживания кривой анимационной. И вот, как вы видите, у меня теперь получилось некое единое движение. Вот так вот, без него. Вжик, вжик, вжик. А вот так с ним. Круто. И, естественно, здесь вы можете его настраивать. Пойдем во вкладку Visualize и покажем анимированную кривую. Вот мы сразу с вами увидим, как у нас камера летит. И мы можем сразу же видеть влияние фильтра. Например, мы можем изменить эффективность фильтра или ширину окна фильтра. Все это влияет на гладкость анимации. Для разных случаев вам может понадобиться разные значения здесь. Кстати, хочу добавить по поводу траектории. Траектория у меня идет по камере. То есть она у меня читается с выхода осета, читает позицию камеры, истинную позицию камеры в зависимости от того, куда вот вы ее здесь могли подвинуть. Видите, да, она у меня тоже сдвигается. Поэтому если вы камеру отсоедините, допустим, а потом присоедините обратно, то у меня кривая сразу же не обновится. К сожалению, такое ограничение есть в Houdini. Просто идете сюда, выключаете и включаете, и у вас кривая снова обновлена. И, естественно, эта кривая показывается только если у вас есть анимация бленда. Итак, вот мы с вами включили фильтр, и у нас сразу же получилось довольно сложное и интересное движение. Итак, давайте где-то здесь вот мы точно так же, как было в примере, начнем опускать нашу камеру.
То есть мы возьмем вращение по X, сделаем ключевой кадр. Где-то вот здесь вот мы сделаем так, минус 90. И вот у меня жух пошло. И мне необходимо создать последний кадр на самом верху. Я его подключаю, убираю здесь все ключевые кадры и просто его, давайте сразу же куда-нибудь там на 120 кадр положим новый ключ. Просто поднимаем, поднимаем, поднимаем высоко-высоко наш 0, и здесь надо убрать вращение. И если мы сейчас посмотрим, так, то мы увидим сейчас немножко слишком резкое движение здесь. Да, нам необходимо просто сейчас согласовать поворот вот этого нуля с кривой нашего бленда. Так, что если мы сейчас, например, попозже начнем этот поворот, дело не в этом, дело скорее в кривой. Так, ну вот видите, кривая немножко вот так как-то получше становится, да? Смотрим. Поворот, вылетаем, и здесь слишком близко вот это вот идет. Возможно, здесь как раз имеет смысл поиграть с этим поворотом. Так. Смотрим на камеру. Да, возможно. Ну, а может быть и нет. Скорее все-таки речь о позиции, наверное, вот этого. Отодвинем его еще немножечко. Ну да, слишком рано мы начали поворачивать вот эту вот штуку. Мы просто сделаем его покороче. Вот мы вылетаем. И здесь добавим расстояние. Если вы хотите посмотреть на ваши кривые непосредственно анимированные, то вам нужно войти внутрь камеры Target, внутрь этого чопа, и выбрать здесь Motion FX View. И вы увидите ваши кривые. И здесь можно сразу увидеть результат применения к ним разных фильтров. Например, вы можете посмотреть, как это выглядит без фильтра, как выглядит с фильтром. Мне кажется, здесь в нашем случае нужно немножко увеличить это окно. Так, ну вот что-то типа того у нас с вами получилось. Понятно, что все это нужно теперь облагораживать, делать красивее и всячески настраивать здесь разные параметры фильтрации. Это уже такое дело эксперимента. Но, как вы понимаете, за очень короткое время я создал достаточно сложную траекторию. И вы сможете тоже. В общем, проходите по ссылке в описании, скачивайте осет камеры Target, пользуйтесь им на здоровье. Всем желаю в новом году крутых, интересных проектов и гладкой анимации. Всем пока, всем удачи!